На рассвете великого дня Бородинского Павлов нарядился как будто бы на какой-нибудь торжественный смотр. Отдавая пыльную одежду верному служителю своему, он простился с ним навсегда. Добродушный слуга порывался вслед за юным господином своим. Павлов сказал: «Оставайся здесь, там наше место». Павлову было еще только 19 лет. Щадя юношу, начальник хотел поместить его там, где, казалось, будет безопаснее. Павлов возразил: «Никому не уступлю своего места. Мы в 100 верстах от Москвы. Время ли теперь мыслить о личной своей безопасности? Я отдал жизнь мою Богу, царю и Отечеству». Под тучью смертную юный Павлов меткими выстрелами взорвал в воздух 11 неприятельских ящиков. Генерал Ермолов, свидетель непоколебимого мужества Павлова, обнял его и приветствовал с царской милостью. Но в 4 часа пополудни юный герой при громах и молниях убийственных отошел от вечности. В этот час Бородинской битвы враги, негодуя, что русские не отступают ни шагу, и, устыдясь превосходства своего числа над нами, решились расторгнуть наш центр и принудить нас к отступлению. Пылкий Кутайсов и хладнокровный Ермолов мгновенно поняли план неприятеля. Не останавливаясь, оба знаменитые генерала решились пожертвовать собой славе оружия нашего. Они схватили Уфимский полк и сами повели его в пыл сражения на потерянную батарею. Засверкали штыки, загремело «Ура!», батарея взята. Но где Кутайсов? Во время общей атаки наших на Курган он отделился вправо и повел пехоту в штыки. Более его никто не видел. Вскоре прибежала его лошадь, и по кровавленному на ней седлу заключили о смерти Кутайсова. Ему было только 28 лет. Незабвенный граф Кутайсов, храбрый, просвещенный генерал, подавал большие надежды Отечеству. Завидна была смерть героя, и мы вскипели еще более мщением за него. На убийственном поле Бородинском пал незабвенный друг юности моей Александр Алексеевич Тучков. Ударил миг двинуться вперед. Тучков закричал полку своему: «Ребята, вперед!» Полк дрогнул. «Вы дрогнули?» – вскричал он. «Я один пойду». Схватил знамя, полетел, и в нескольких шагах от люнета роковая картечь поразила его в грудь. В этот самый час брат его, генерал-лейтенант Николай Алексеевич, был ранен смертельно. В этот самый час юный Кутайсов пал. Бежавшая без всадника лошадь возвестила, что не стало его в рядах русских. В этот самый час князь Багратион был ранен в первый раз, и с этой первой раной сошел в могилу. Докторов, принявший команду после Багратиона, заявил, что не отойдет отсюда ни на один шаг. Сошел с лошади, под сильнейшим огнем сел спокойно на барабан и стал распоряжаться отражениями и атаками. Он сдержал свое слово. Здесь положен был конец успехам Наполеона. «500 человек французов вступили в Каменку. Жители встретили их и спрашивали, что им надобно. Они требовали вина. Начальник селения отворил им погреба. Враги не остановились пить и кушать. Проведя день в удовольствии, расположились ночевать.
Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья, увели лошадей и, закричав «Ура!», напали на сонных и полутрезвых неприятелей. Дрались целые сутки и, потеряв сами 30 человек, побили их 100. И остальных 400 отвели в Калугу. Война приняла характер народный. Все колебания, все недоумения исчезли. Все одушевилось в одном едином убеждении, что надобно защищать Россию. Мне нужно было купить несколько фунтов сахара. Купец отвесил и очень огорчился, когда я спросил его, сколько с меня следует. Да за что это, братец, я у тебя даром-то возьму? За то, что вы наши защитники, наши спасители. Да ведь если все твои защитники придут и станут брать у тебя товар без денег, у тебя ведь ничего не останется. А я, батюшка, не один в городе, нас много. И мы до вашего прихода меж собой положили. Ни за что с вас денег не брать. На мое счастье вы пожаловали, и я рад служить такой малостью вашему благородию. Я взял и поспешил домой, чтобы рассказать всем об этом патриотическом бескорыстии целого города. Но мое известие было уже не новостью. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться. Человек 20 баварцев вдруг прорвались сквозь наш фронт. Шпага была вовсе неравным оружием против их штыков. Офицер Леонтьев стал первой жертвой этого неравенства. Сразу несколько штыков в грудь повергли его на землю. Он выздоровел впоследствии и говорил, что это было самое неприятное чувство, когда холодный трехгранник лезет в грудь. Подполковник наш, почтенный старик, будучи пред этим ранен картечью в ногу, был сбит с ног ударом приклада в голову. Упав на землю, выругал он баварца сильными русскими словами и, лежа, отбивался шпагой от штыков. Все это продолжалось, однако, не более 2 минут. Прорвавшиеся баварцы были переколоты, и вся баварская колонна опрокинута. Не слушая приказов, бородатые наши герои пустились за ними и продолжали колоть. Ратники не уступали офицерам. Надо видеть их с пылким рвением, идущих в бой и мгновенно взлетающих на высоты, чтобы иметь понятие о том, как принято освобождать города своего Отечества. Латники совсем окружили нас, и командующий ими кричал, чтобы мы сдались. Я объявил это моим солдатам, и большая часть отвечала мне: не отдадимся басурману живыми в руки. Авось Бог поможет. Я закричал мой отказ. Последние патроны наскоро были истрачены. Но тут латники врубились в нас, и началась резня. О спасении нельзя было и подумать. Всякий только продавал свою жизнь как можно дороже и падал очень доволен, если успевал вонзить свой штык в бок хоть одному латнику. Около получаса продолжалась эта забава. Кучка моя ежеминутно редела, и вскоре я остался один. Удары и ругательства посыпались на меня, как дождь. На мне был сюртук, мундир и фуфайка, а сверх всего еще ранец. Все это было изрублено, как шинкованную капусту. Полагая, что я совершенно изрублен, они, наконец, нас оставили. Я закрыл глаза и уснул. Сон мой стал бы вечным, если бы наша дружина не пришла на это место. Когда я очнулся, меня несли 3 солдата. Радостные известия о взятии Полоцка и великолепный вид отдаленного пожара – все это волновало сердца наши.
Генерал Раевский, стоя перед Салтановкой, ожидал только решительной минуты, чтобы атаковать неприятеля. Французская артиллерия громила наши колонны. Ряды русских, вырываемые ядрами и картечью, бестрепетно смыкались, побитые пушки переменялись новыми. Услышав, что огонь продвинулся вперед, Раевский и все офицеры штаба спешились и пошли впереди Смоленского пехотного полка. Генерал вывел в дело двух несовершеннолетних сыновей своих. Младшего Николая, которому не было 11, он вел за руку. «Дайте мне нести знамя», — сказал один из сыновей Раевского ровеснику своему 16-летнему прапорщику. «Я сам умею умирать», — отвечал юноша. Из рапорта генерала Раевского, командующему 2-й армией князю Багратиону. Смоленский пехотный полк, отвечая всегдашней его славе, шел без выстрела с примкнутыми штыками, несмотря на сильный неприятельский огонь. Войска одушевлены были мужеством и ревностью, достойными удивления. Многие офицеры, получав по 2 раны, перевязав онные, возвращались в сражение, как на пир. Каждый день таскают пленных, и с тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 тысяч, а может и более. Мужики бьют их без милосердия. Галам очень худо, и они присылали для переговоров графа Ларистона, который жаловался на наших мужиков и очень был огорчен, когда Светлейший отвечал ему, что мир с ними не в силах заключить даже государь, ибо война сделалась народной. Из письма Кутузова императору Александру I. Я уверял Ларистона, что если бы я желал переменить сей образ мыслей в народе, то не мог бы успеть. Для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествие татар. А я не в состоянии переменить их воспитание. Народная война вспыхнула и объяла истребительным огнем французскую армию. Партизаны начали свое дело. Каждый день стоил французам не менее 300 человек. Цель пред Наполеоном убегала недостижимая. Мир было слово для нас забытое и непроизносимое. Какое ужасное сражение было под Бородином. Сами французы говорят, что сделали 60 тысяч выстрелов из пушек. Ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии не видали столь кровопролитного сражения. Одни только русские могли устоять. Они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле. В один момент, когда бомбардир Курочкин посылал заряд, неприятельское ядро ударило ему в самую кисть руки. «Эх, рученька моя, рученька!» – вскрикнул он, замахавший ею, а стоявший с банником, поднимая упавший заряд и посылая его в дуло, обрызганное кровью, которую он обтер своим рукавом, ответил: «Жаль твою рученьку. А вон, посмотри-ка, Усова-то и совсем поболело. Да он и то ничего не говорит». Я обернулся и увидел бедного лежащего Усова. Он был убит, вероятно, тем же ядром, которое оторвало руку Курочкину. Жаль мне, что я забыл имя бомбардира, вызвавшего, несмотря на трагический повод, к тому улыбку солдат. Из письма сельского старосты Григория Андреева его помещику от 6 ноября 812 года. О ниже следующих обстоятельствах вашему превосходительству доношу. Первое. Вотчина ваша, сельцо Курчино, после выхода из Боровского уезда неприятеля осталось благополучным. Кроме того, что брали у нас сено, овес, печеный хлеб из мелкой скотины, однако нынешнюю зиму в корме как-нибудь продержимся.
Второе. Разоренных селений обывателей около 1500 семей. От неприятеля в ваших рощах недель 7 укрывались и очень много пожгли вашего лесу. Третье. Приходили к нам французы и хотели деревню сжечь. Но я с помощью Божией и крестьян ваших их всех перебил до смерти, как тощих собак. Нашли при них с образов оклады серебряные помятые, рясу и нитку жемчуга. Я все отдал в приходскую церковь. Не надо нам от них ничего. Из высочайшего манифеста императора Александра I о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского. Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия, вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными средствами лютостей, не мог достигнуть до того, чтобы она, хотя единожды о нанесенных ей глубоких ранах, вздохнула. Казалось, с пролитием крови ее умножался в ней дух мужества. С пожарами градов ее воспалялась любовь к Отечеству. С разрушением и поруганием храмов Божьих утверждалась в ней вера. Войско, дворянство, духовенство, народ, словом, все чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, столь же пылающую любовью к Отечеству, сколь любовью